Шапка-челма крючком на мамочкином канале. Мы будем вязать вот такую шапочку из толстой пряжи. В данном видео я буду вязать на размер 55-56, но в прошлом уроке я рассказывала, как связать на чуть больший размер. В конце видео вы найдете ссылочку на две части этого видеоурока. В первой части я объясняла суть, как мы вяжем челму. Будем вязать мы из толстой пряжи, 100 метров в 100 граммах, это Naka Arctic. Потребуется 150-200 грамм такой пряжи. Крючком я вязала 6, но можно взять и семерку, чтобы связать шапочку чуть побольше. Итак, начинаем вязать. Делаем начальную петельку первую и дальше считаем 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и еще 2 петельки. В четвертую петлю от крючка начинаем вязать полустолбик с накидом. Накид, вкалываем, вытаскиваем и провязываем все 3 петли на крючке. Накид, вкалываем, вытаскиваем и провязываем все 3 петли на крючке. Каждую петельку вяжем полустолбик с накидом. Вместе с первыми воздушными подъема у нас получится 11 столбиков. Последний провязали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и вот 11 это цепочка. В каждом ряду набираем для подъема 2 петли. Это как бы столбик над последним столбиком, значит вяжем над следующим. И будем вязать пышные рельефные столбики. Сначала заводим крючок с изнаночной стороны, огибаем ствол столбика, вытаскиваем нить и провязываем все 3 петли на крючке. Потом с лицевой накид, огибаем ствол столбика с лицевой стороны, захват нити и протягиваем петли на крючке. И так чередуем. Получается изнаночный рельефный столбик, лицевой рельефный столбик. Или он называется еще вогнутый рельефный столбик, выпуклый рельефный столбик. Вогнутый рельефный столбик, выпуклый рельефный столбик. Заканчиваем мы вогнутым рельефным столбиком предпоследнюю петлю. И в последнюю провязываем во вторую петлю подъема полустолбик с накидом. 2 петли подъема, это как бы столбик над последним столбиком, поворачиваем вязание. Это у нас будет лицевая сторона. Тут у нас есть столбики, которые выпирают, и столбики, которые уходят на изнаночную сторону. Провязываем над выпуклыми столбиками выпуклые столбики, то есть вкалывание с лицевой стороны. Над вогнутыми столбиками вяжем вогнутые столбики, вкалывание с изнаночной стороны. Так и чередуем лицевой рельефный столбик, изнаночный рельефный столбик. И их всего у нас будет в ряду также 11. Лицевой рельефный столбик, изнаночный рельефный столбик. Предпоследний столбик у нас выпуклый, провязали его. Последнюю петлю вяжем, это во вторую петлю подъема, вяжем полустолбик с накидом, 2 воздушные. Закончили вязать 3 ряд. Вот такая получается картина. Поворачиваем вязание. Это изнаночная сторона. Над первым вогнутым столбиком вяжем вогнутый столбик с изнаночной стороны. Дальше выпуклый столбик, но петельку перед ним мы делаем прибавочку, полустолбик с накидом. Дальше вяжем лицевой рельефный столбик. Дальше изнаночный рельефный столбик.
И опять перед лицевым в петельку вяжем прибавочку полустолбик с накидом. Дальше только лицевой. Дальше изнаночный. В петельку перед лицевым вяжем прибавочку. Лицевой рельефный столбик. Изнаночный. Петельку перед лицевым вяжем прибавочку, лицевой, изнаночный рельефный столбик и над второй воздушной подъема, как обычно, полустолбик с накидом. 2 воздушные, повернули вязание. Это у нас лицевая сторона, и получается у нас уже есть между двумя выпуклыми столбиками один вогнутый и один столбик прибавочки, то есть всего 2 петельки. Мы, как обычно, первый столбик выпуклый провязываем выпуклым столбиком. Дальше у нас идет вогнутый столбик, мы его провязываем с изнаночной стороны. И дальше у нас идет прибавочка. Мы тоже провязываем ее с изнаночной стороны. Дальше опять выпуклый столбик провязываем выпуклым. Изнаночный столбик вогнутый провязываем вогнутым. И прибавочку тоже вогнутым. То есть на лицевой стороне у нас только выпирают 5 полосочек. Остальные все столбики мы провязываем изнаночными рельефными столбиками. Довязываем до конца ряда. Предпоследний столбик лицевой рельефный. И во вторую воздушную подъема, как обычно, вяжем полустолбик с накидом. 2 воздушные набираем. Получилась вот такая картина. 5 рельефных полосочек. И между ними увеличивается уже расстояние. Повернули вязание, и вот у нас изнаночная сторона, то есть первый столбик у нас будет провязываться теперь с изнанки, а потом будем делать снова прибавочки. У нас есть уже 2 рельефных столбика, которые выпирают. Первую петельку до первого рельефного мы сделаем прибавочку, полустолбик с накидом. Дальше рельефный столбик и рельефный столбик. Дальше опять с изнаночной стороны. Он у нас получается выпуклый с лицевой стороны. А здесь мы провязываем его изнаночным. Дальше прибавочку в первую петлю. И дальше лицевой рельефный столбик и лицевой рельефный столбик. Опять изнаночный, прибавочку в первую петлю, лицевой рельефный, лицевой рельефный. То есть мы делаем прибавочки только на изнаночной стороне. На лицевой стороне мы потом провязываем все рельефными столбиками и следим за тем, чтобы было только 5 рельефных полосочек. Предпоследний столбик у нас изнаночный и полустолбик с накидом во вторую воздушную подъем предыдущего ряда. 2 воздушные, поворачиваем вязание. Перешли на лицевую сторону. Вот наши 5 полосочек. Первый рельефный столбик провязываем лицевой. Дальше у нас опять 3 петли. Прибавочка и 2 рельефных столбика изнаночных. Провязываем первый рельефный столбик изнаночным, рельефным. Второй столбик провязываем изнаночным рельефным. И прибавочку тоже изнаночным рельефным. Дальше над лицевым рельефным вяжем лицевой. И опять 3 столбика. Изнаночный рельефный. Над вторым рельефным изнаночный. И над прибавочкой тоже изнаночный.
И так весь ряд. Лицевой, рельефный над лицевым и 3 изнаночных столбика. Лицевой и 3 изнаночных. Предпоследний столбик на лицевой стороне у нас лицевой рельефный и последний полустолбик с накидом во вторую воздушную подъема. 2 воздушные подъема, поворачиваем вязание. Пришли на изнаночную сторону. Здесь у нас уже первый столбик провязывается изнаночным, а потом нужно делать опять прибавочку. Уже здесь у нас есть 3 рельефные полосочки, а мы 4-ю прибавочку сделаем, первую петлю. И дальше 1 рельефный лицевой, 2 рельефный лицевой, 3 рельефный лицевой. На лицевой стороне это все изнаночные. Дальше опять с изнаночной стороны провязываем столбик, опять прибавочку и 3 рельефных столбика. Изнаночной стороны прибавочку, первую петлю и 3 рельефных столбика. Здесь уже между полосочками нашими будет по 4 столбика. Предпоследний столбик здесь провязывается изнаночным и полустолбик с накидом. 2 воздушные, поворачиваем вязание. Вот наши 5 рельефных полосочек. Делаем прибавочки дальше и дальше. На лицевой стороне провязываем наши лицевые рельефные полосочки. Тут уже 3 столбика и прибавочка. 3 изнаночных столбика провязываем изнаночными. И прибавочку провязываем изнаночным. Дальше лицевой рельефный, это лицевым провязываем. И опять 3 изнаночных и прибавочку тоже изнаночным. Лицевой. И так весь ряд. Последние вяжем 4 изнаночных столбика. Лицевой над лицевым, последняя наша бороздочка выпирающая, и полустолбик с накидом. Заканчиваем ряд. 2 воздушные, повернули вязание. Теперь видно у нас на изнаночной стороне уже 4 бороздочки. Провязываем первый столбик изнаночный, он на лицевой у нас стороне лицевой. И прибавочку делаем в первую петлю. И дальше провязываем 4 рельефных лицевых столбика. На лицевой стороне они у нас все изнаночные. Дальше рельефный изнаночный. Прибавочку опять. Это 5-й мы столбик вяжем, получается, между бороздочками на лицевой, которой стороне. И 4 рельефных столбика лицевых. И так до конца ряда. В конце ряда предпоследний будет изнаночный, последний полустолбик с накидом. Здесь у нас уже получается 5 столбиков между рельефными. И так вяжем ряд за рядом, до тех пор, пока у нас вот это расстояние не будет равно 16 сантиметрам. Померю, что у меня получилось по ширине примерно 30-31 сантиметр, так чтобы вы ориентировались, как получается у вас, на какой размер же вяжете вы. Закончила я, что между 2 рельефными
столбиками получилось у меня 7 прибавок. Нужно нам провязать еще такую полосочку наверх без прибавок сантиметров 5. 35 петель у нас в каждом ряду. То есть уже на изнаночной стороне мы вяжем с изнаночной стороны столбик. И каждый из этих 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 вяжем лицевыми рельефными столбиками. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дальше с изнаночной стороны столбик и опять 7 лицевых рельефных. Уже прибавочки не делаем, а в конце ряда провязываем предпоследний с изнаночной стороны и последний полустолбик с накидом, 2 воздушные, повернули вязание. Теперь мы на лицевой стороне. Здесь уже эти рельефные выпирающие полосочки вяжем лицевыми, остальные все изнаночными. Просто согласно нашему узору провязываем все. Провязать 5 сантиметров. Вот у меня последний ряд был с прибавочками. Вот со следующего ряда, когда мы начали вязать без прибавок, я измеряю, что у меня получилось вот примерно 5 сантиметров. Может даже чуть больше. Всего получается у нас 21-22 сантиметра. 21,5. Это у нас половина шапки связана. Дальше мы пойдем на сужение полотна. Будет такое же сужение, как и было прибавление. Как мы делаем сужение полотна, то есть убавки. Мы на изнаночной стороне. С изнаночной стороны провязываем первый рельефный столбик. Дальше у нас есть вот эти 7 наших столбиков выпирающих. Захватываем с лицевой стороны, огибаем стволы этих столбиков, 2 столбика сразу и провязываем их. Получилось вместо 2 1. И остальные провязываем как обычно. Второй провязали, 3, 4, 5. С изнаночной стороны рельефный провязываем 1 и опять 2 вместе. Огибаем и провязываем так, как мы и провязывали. И остальные провязываем, как обычно, рельефным лицевыми столбиками. Будет их теперь 6 вместо 7. Опять изнаночный 1, 2 вместе. Таким образом делаем убавочку. Провязываем как обычно. И остальные рельефные лицевые столбики. И так довязываем до конца ряда. Предпоследний столбик у нас изнаночный рельефный. Последний полустолбик с накидом. 2 воздушные, повернули вязание. На лицевой стороне лицевые столбики провязываются лицевыми рельефными, а изнаночные здесь их просто уже будет 6. Провязываются просто с изнаночной стороны, как обычно. Просто их уже будет не 7, а 6. Потому что мы в предыдущем ряду из 2 сделали 1. Мы провязали 5. И вот этот 6, который мы из 2 сделали 1. Дальше лицевой рельефный столбик. И опять 6 изнаночных. 2, 3, 4, 5 и 6, который провязывали мы вместе. Так до конца ряда и довязываем. В конце ряда на лицевой стороне у нас выпуклый рельефный столбик предпоследний и последний полустолбик с накидом. 2 воздушные, повернули вязание. Тут опять будем делать убавочки
Первый рельефный с изнаночной стороны провязываем. И 2 первых столбика лицевых рельефных провязываем лицевым рельефным. Убавочку сделали. И остальные 4 провязываем как обычно. 4. Из 6 получилось 5. Дальше изнаночный рельефный столбик. Опять убавочка 2 вместе лицевым рельефным. И еще 4 лицевых рельефных. И так уменьшаем, пока у нас не получится, как мы и начинали. Один столбик рельефный, выпирающий, другой вогнутый. Один выпуклый, вогнутый. И всего получилось у нас опять 11 петель. Отсчитываем с правой стороны 6 петель, будет средний столбик в серединке, 6. И с другой стороны 6 петель, и средняя полосочка будет 6. И провязываем по нашему рисунку первый выпуклый столбик, потом чередование вогнутый, выпуклый, вогнутый, выпуклый. Но 6-ю петлю провязываем полустолбиком с накидом. 2 воздушные, поворачиваем вязание. Дальше опять нашим узором над лицевым рельефным лицевой, над изнаночным рельефным изнаночный. Лицевой, изнаночный. Последний полустолбик с накидом. 2 воздушные. Повернули вязание. Опять над лицевым вяжем лицевой, над изнаночным изнаночный. Здесь на самом деле можно уже было менять узор, но я не стала. Вторую полосочку мы будем вязать немножко не так. В конце ряда мы вяжем полустолбик с накидом, 2 воздушные, повернули вязание и опять начинаем. 2 вот этих полоски мы будем вязать, которые у нас перекрещиваться будут между собой. Вторая будет сверху, поэтому у второй сразу узор пойдет другой. Сейчас я связала часть, которую закроет вторая полоса, а сейчас будет дальше узор, который будет виден. Мы находимся на лицевой стороне, и каждый столбик мы провязываем лицевым рельефным столбиком. То есть и изнаночный столбик лицевым, и лицевой столбик лицевым. У нас полоса, которая идет по голове в челме, будет состоять из вот этих вот рельефных столбиков, выпирающих, и крайние столбики только полустолбики с накидом. Перевернули на изнаночную сторону и все провязываем столбики изнаночными рельефными. Только в начале 2 воздушные, в конце полустолбик с накидом. Дальше 2 воздушные, повернули вязание и все провязываем лицевыми рельефными столбиками, кроме последнего. Вот я связала, пока оставлю петельку, не стала отрезать, потому что нам еще пригодится, может, довязать. Вот у нас 6 столбиков на правой полосе. Направление вязания, чтобы у нас было такое же, как и на правой полосе, то мы начинаем с центральной петельки и пойдем влево. Набираем 2 воздушные первые и начинаем вязать. Над каждым столбиком и над выпуклыми, и над вогнутыми вяжем выпуклые столбики с накидом. Провязали первый, второй, третий, четвертый и последний вяжется, как обычно, полустолбиком с накидом. 2 воздушные,
Повернули вязание на изнаночную сторону и вяжем все изнаночные рельефные столбики. Первый, второй, третий, четвертый и последний полустолбик с накидом. Свяжем 2 полосы одинаковой длины и скрестим одну на вторую, и останется только пришить правильно. Вот я связала их длиной примерно 26-27 сантиметров. Если натянуть, то вот получается чуть побольше. Эти полосочки у нас должны быть равны по своей длине вместе обхвату головы, примерно в натянутом состоянии. Ниточку можно обрезать, но побольше оставьте, если придется надвязать еще эти полосочки, чтобы было из чего надвязать. Перекрестим так, как у нас задумано было, что левая полосочка сверху, которая у нас была сразу рельефная. Но можно было обе полосочки сразу одинаково вязать. Просто показалось мне, что будет очень толсто, если вязать сразу все полосочки выпирающими. И берем ниточку с иголочкой с такой же пряжи и начинаем пришивать. Первый стежочек я делаю и продеваю ниточку с иголкой через наш узелок. Но в принципе можете, как вам удобно, закрепить, чтобы главное не распускалась эта ниточка у нас. И начинаем пришивать. Сама челма по боку у нас вот в 2 раза больше, чем наша полосочка. Поэтому мы должны пришивать и припосаживать. 2 петельки челмы пришивать к 1 петельке вот этой полоски. Стежок сделали в челме. Стежок сделаем в полоске. Дальше в следующую петельку в челме. Определимся, где мы уже стежок сделали, вот здесь. Теперь в следующую петельку челмы делаем стежок и пришиваем к той же петле полоски. Теперь опять следующая петелька самой челмы, 2 последующие будут пришиты к 1 петле полоски. И таким образом мы припосадим челму, она ляжет таким куполом, а полосочка у нас как раз вымерена по обхвату головы. И поэтому, когда они соединятся сзади, то у нас получится как раз шапочка по нашему объему обхвату головы. Итак, 2 петельки челмы к 1 петельке полосочки. Итак, пришили ее до конца. Здесь пока можно оставить хвостик, что можно надвязать придется или наоборот подраспустить. И вторую начинаем пришивать. Опять ниточкой с иголочкой. Расправляем так, чтобы она тут у нас не тянула, эта челма. И начинаем пришивать. Здесь первые стежочки делаем. И главное, смотрим, чтобы у нас она как-то не перекашивалась, одна повязка не тянула челму слишком сильно. И опять первую делаем стежочек, а потом опять на челме 2 петельки, на повязке 1. На челме 2, на повязке 1. И вот сзади шапочки у нас 2 этих полосочки встретились. Мне пришлось немножечко надвязать одну. И теперь просто с лицевой стороны прикинем, где у нас петельки, те, которые нужно с друг другом соединить. Верхнюю петельку подцепляем с одной стороны, верхнюю с другой. Верхнюю с одной и с другой. И шовчик у нас уйдет на изнаночную сторону. Делаем последние стежочки. Смотрим, чтобы
Шов у нас здесь выровнялся. Можно еще стежочки сделать, чтобы край выровнялся. И прячем ниточку. Делаем несколько стежочков и продеваем через петельку, чтобы не распускалось, еще несколько стежочков. Вот получилась такая челма. Когда я ее примерила, мне она оказалась чуть-чуть маловато по глубине. Если у вас тоже была такая ситуация, здесь можно надвязать еще рядочки. Можно ряд из столбиков без накида, например, связать, или ряд из полустолбиков с накидом, или ряд из пышных столбиков. Смотрите сами. Но мне хватило провязать рачьим шагом. Прикрепили ниточку впереди челмы. И будем идти, получается, мы в правую сторону. И буду я вкалывание делать в каждую из таких вот дырочек. Причем рачий шаг я буду делать через воздушную. То есть воздушная, потом столбик без накида в правом направлении. Воздушная. Столбик без накида в правом направлении, вот в эти дырочки, которые у нас идут по краю. Воздушная и в дырочку столбик без накида. Вот получится такой рельефный край, похожий на вот эти остальные наши полосочки. И у меня таким образом глубина шапочки на 2 сантиметра, поэтому увеличится. В конце, когда по кругу мы прошли, мы приходим к внутренней вот этой полосе, которая уходит внутрь нашей челмы. И тут обрезаем ниточку, вытягиваем ее и будем прятать. Но еще я решила подзакрепить переплетение нашей челмы. Начальную ниточку можно спрятать в это переплетение и обрезать ненужный хвостик. А эта ниточка, которая я закончила вязать ряд, я ей еще нижнюю полосочку пришью к верхней. Вот таких несколько стежочков я сделаю, чтобы прицепить нижнюю полосочку к верхней, туда-сюда ниточку, туда-сюда, и так иногда закреплять, чтобы ниточка не распустилась. Посмотрите, чтобы у вас не перекосило только это переплетение. И вот таким образом я их соединила. Вот получилась такая челма. Надеюсь, у вас тоже она получилась. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами. Пишите свои комментарии, отзывы, пожелания. Спасибо за внимание. Пока.